There's one point I'd like to bring up that I think it's important to clarify. Один момент хотелось бы упомянуть, который, как мне кажется, важно прояснить. And often there is a lot of confusion regarding loving kindness and attachment. Очень часто возникает много путаницы относительно любящей доброты и привязанности. Of course, here we're talking about cultivating and increasing loving kindness. Здесь мы, разумеется, говорим о взращивании и усилении любящей доброты. But at the same time, Buddhism talks a lot about reducing and eliminating attachment. И в то же самое время буддизм много говорит об ослаблении и устранении привязанности. But often when people hear that, they feel as if then there'll be a problem if I let go of my attachment. Но, слыша все это, люди иногда думают, будут проблемы, если я отпущу всю свою привязанность. That I won't be able to have any sort of relationships with others because I need attachment for that. Я не смогу тогда никакие взаимоотношения с другими людьми иметь, ведь мне для них необходима привязанность. And I think that part of the confusion is simply the word attachment. И часть путаницы здесь связана попросту с самим словом привязанность. And I think the way that word is used in psychology is a little bit different than Buddhism. То, как это слово используется в психологии, немного отличается от буддийского слова употребления. Because often in psychology we talk about attachment theory, Потому что в психологии мы часто говорим о теории привязанности, where they often talk about cultivating healthy forms of attachment. где часто речь идет о взращивании здоровых форм привязанности. Example, the bond between mother and child. Например, о узах, связывающих мать с ребенком. That this is a healthy form of attachment we need to cultivate. Говорится, что это здоровая форма привязанности, которую нужно развивать. But of course there are unhealthy forms we need to get rid of. Но есть, разумеется, и нездоровые формы, от которых нужно избавляться. Of course, Buddhism would agree that we need to strengthen the bond between mother and child. Разумеется, буддизм согласен с идеей о том, что нужно усиливать узы между ребенком и матерью. In fact, we need to strengthen the bond between everyone. И на самом деле узы между всеми. But Buddhism would not use the word attachment for that. Но для этого буддизм слово привязанность не использует. Attachment in Buddhism is defined in the following way. Привязанность в буддизме определяется следующим образом. It's a mental factor that sees its object as attractive. Это умственный фактор, который воспринимает свой объект как привлекательный. It exaggerates the object's attractiveness. Преувеличивает привлекательность объекта. And then wishes to possess and hold the object. И затем желает этим объектом обладать и его удерживать. Why? Почему? Because attachment believes that object is the source of our happiness. Потому что привязанность верит, что этот объект является источником нашего счастья. So in terms of relationship, attachment's all about me. Применительно к взаимоотношениям, привязанность полностью зациклена на мне. And attachment sees the other person as an object. Привязанность воспринимает другого человека как объект. An object to satisfy me. Объект, призванный удовлетворять меня. Whereas loving kindness is completely opposite. В то время как любящая доброта этому полностью противоположна. Loving kindness is simply the wish for that person to be happy. Любящая доброта – это просто желание, чтобы другой человек обладал счастьем. And the fine print is, И то, что здесь мелким шрифтом следовало бы написать, without expecting anything in return, таково, не ожидая ничего взамен. what we would call unconditional love or no strings attached love. То есть это то, что мы назвали бы безусловной любовью или любовью без ожиданий. Conditional love or strings attached love is love polluted by attachment. Любовь с условиями или любовь с ожиданиями – это любовь, которая загрязнена привязанностью. And that sounds like the following. И это звучит следующим образом. I love you Я люблю тебя, as long as, пока, here comes the condition, и вот условия. you keep saying and doing things that make me happy. Ты продолжаешь говорить и делать вещи, которые меня делают счастливым. I'll love you that long. Вот столько я тебя пролюблю. Of course, this is attachment speaking. Но это, разумеется, привязанность говорит. So the very simple way to distinguish between loving kindness and attachment in a relationship is Очень простой способ различить во взаимоотношениях любящую доброту и привязанность. love is saying, I want you to be happy. Таков. Любовь говорит, я хочу, чтобы ты был счастлив или была счастлива. Attachment is saying, Привязанность говорит,
I want you to make me happy. Хочу, чтобы ты меня сделал счастливой. So we need to understand that in our relationships with others, Нам нужно понять, что в наших взаимоотношениях с другими there are two dynamics есть два вида динамики, mixed together. которые между собой смешаны. The healthy one is wanting that person to be happy, Здоровое – это желание, чтобы другой человек был счастлив, and the unhealthy aspect, which is attachment, is all about me. а нездоровый аспект, то есть привязанность, полностью зациклен на мне. So we need to identify these two aspects in our relationships Нам нужно опознать эти два аспекта в наших взаимоотношениях, and increase the healthy loving kindness aspect усилить здоровый аспект, аспект любящей доброты, and decrease the attachment aspect. и ослабить аспект привязанности. And then our relationships will improve. И тогда наши взаимоотношения улучшатся. And of course, attachment is something that pervades our life, Разумеется, привязанность является чем-то, что пронизывает всю нашу жизнь. and not to have the idea that, oh, hopefully by next week I'll get rid of my attachment. И нам не нужно питать иллюзии о том, что, может быть, к следующей неделе мы уже избавимся от всей своей привязанности. This is something we'll need to work on for the rest of our life. Над этим нам придется работать всю свою оставшуюся жизнь. And the more we can reduce it, Но чем больше нам удается ее ослабить, the better our relationships will be. тем лучше будут наши взаимоотношения.